Когда австралиец Роберт Хок появился на свет, его мама с трудом заставила себя посмотреть в лицо сыну. Целую неделю женщина оставалась в больнице, отказываясь брать сына на руки и забирать его из больницы. «Он такой уродливый», — со слезами говорила она сестре. Она решила, что откажется от него. Она даже жалела, что сын не умер до рождения. Роберт родился с гигантской опухолью на лице, недоразвитыми ногами и несколькими другими врожденными дефектами. С тех пор прошло 44 года. И кто бы мог подумать, что отношения сына и матери, начавшиеся с того, что она сама желала ему смерти, так изменятся. Всю жизнь Роберт благодарил маму за то, что та нашла в себе силы справиться с потрясением. Для него она стала вдохновением. Около месяца Роберт был отказником. Только когда вся семья собралась вместе, чтобы поговорить с матерью, та решила забрать домой своего пятого ребенка, который стал для нее таким разочарованием. Но годы шли, мальчик рос. Вскоре женщина разглядела за неприятной внешностью своего сына и полюбила его. Это было задолго до расцвета пластической хирургии, и вся семья понимала, что из-за своей внешности Роберт всю жизнь будет предметом неприязни и насмешек. Вся семья защищала своего младшего, они старались не давать Роберта в обиду никому. При первой возможности они нашли хирурга, который согласился удалить опухоль на лице мальчика. Для этого врачам пришлось полностью удалить его нос. Недоразвитость обеих ног была одним из врожденных дефектов Роберта, который врачам так и не удалось исправить. Семья приняла решение ампутировать обе ноги сына, чтобы он научился ходить на протезах. Однажды Роберт нашел дневник матери, в котором она когда-то записывала свои собственные мысли, советы врачей. Когда-то в отчаянии она написала все, что думала о новорожденном сыне. «Я ничего к нему не чувствую», — прочитал Роберт. Эти слова тогда поразили его в самое сердце. Мысль, что мать хотела избавиться от него, не давала Роберту покоя. Много лет спустя он скажет, что долгое время мучился, понимая, что был обузой для родной матери. Но однажды заставил себя посмотреть на все с другой стороны, в какой-то момент все вдруг встало на свои места. Я подумал, моя жизнь похожа на кино, в ней есть несколько грустных моментов. Но конец обязательно будет счастливым. Сегодня 44-летний Роберт, известный и успешный человек, говорит о своей матери только самые теплые слова. Он навсегда запомнил ее замечательной, любящей, заботливой. 8 Резалт, Роберт и его жена Кэти живут в Виннаме, Австралия. Они воспитывают двух дочерей, которых папа просто обожает. Несмотря на свою внешность, отсутствие ног, Роберт никогда не давал себе поблажек. Он получил образование, работал журналистом. Сегодня он известный писатель. Он бесконечно благодарен своей матери за то, что она не пошла на поводу у своего страха, забрала его домой и дала ему шанс написать счастливый конец к закрученному сюжету своей жизни.